Это видео продолжение плейлиста о психическом развитии ребенка. И я буду сейчас рассматривать период от 1,5 лет до 3 лет, стадия воссоединения, которая является подстадией периода сепарации, индивидуации. Помним, да, что в период от годика до 1,5 ребенок все время стремился от вас убежать. Вы все время бегали за ним, останавливали его и обеспечивали ему безопасную среду, а также утешение. На этой стадии ребенок вдруг осознает, что он не просто хочет и все может, он осознает, что он может, но совсем не все. В этой стадии должна появиться очень важная родительская роль. Роль человека, который устанавливает границы, запреты и умеет говорить «нет». Именно благодаря этим ограничениям ребенок осознает, что для того, чтобы получить что-то, ему предстоит что-то сделать. И совершенно не обязательно, что то, что он хочет, он может получить. Насколько это важно? Это крайне важно. Потому что человек, который растет без ограничений, рискует получить нарциссическое расстройство личности, когда весь мир принадлежит мне, все мне должны и все мне обязаны. А когда вдруг такого не происходит, да, человек оказывается в ситуации растерянности, беспомощности и зависимости. Очень часто нарциссы нуждаются в том, кто будет обеспечивать их естественные потребности. Так, например, рождается поведение в более позднем возрасте у ребенка, который приходит в детский сад и считает, что сейчас все будут вокруг него бегать, ребята тут же будут звать его играть, воспитательница будет ему все приносить, и когда это не происходит, у нас начинаются истерики. Так появляется поведение, когда ребенка гиперопекали и все время ему, да, обеспечивали мы все, что нужно, поведение уже в начальной школе, когда он не понимает, а почему учительница не хочет слушать весь урок только его, почему все ребята не видят, какой он замечательный и удивительный. Тогда ребенок расстраивается, обижается и вот растет таким вечно неудовлетворенным и обиженным. Поэтому появление ограничений очень важны. И ставить эти ограничения нужно начинать именно в период 1,5 лет. Означает ли это, что раньше вы не говорили ребенку «нет, нельзя»? Нет, не означает, вы и раньше могли это делать. Но вот осознание и понимание этого ребенку приходит как раз в возрасте от 1,5 лет и старше, когда он уже действительно может следовать этим вашим ограничениям. А в этот период ребенок начинает невероятно следовать за мамой. Почему стадия называется воссоединение? Потому что ребенок, раньше убегающий и уверенный в том, что весь мир принадлежит ему, вдруг осознает, что без мамы я никуда, я беспомощный, а весь мир не только безопасен, напротив, он опасен. И там есть какие-то взрослые чужие люди, и они опасны, и там мне может быть больно, и там я могу чувствовать себя одиноким, когда вдруг мама уходит. И это важный период, который необходим для того, чтобы ребенок снова вернулся к маме и стал от нее эмоционально, да, нет, независим, нет, он снова эмоционально вернулся к маме, потому что вот в предыдущий период у мамы действительно создавалось впечатление, что он меня не любит, я ему не нужна, он уже такой самостоятельный, вообще пойду-ка я на работу. Нет, еще рано уходить на работу. Именно поэтому, в общем-то, и педиатры, и психологи рекомендуют оставаться в декретном отпуске до 3 лет, потому что вы еще по-прежнему очень и очень нужны ребенку. И период воссоединения еще так называется, потому что ребенок начинает следовать за вами хвостиком. Он не отходит от вас ни на минуточку. Вы в ванную, и он стучится к вам в дверь. Вы в туалет, и он хочет быть в этот момент рядом. И, кстати, ничего страшного. Можно поставить рядом горшочек, пусть учится делать все необходимые дела рядом с вами. Это как раз тот период, когда лучше всего приучать ребенка к горшку, потому что, постоянно нуждаясь в вашем присутствии, он будет следовать за вами, в том числе в то самое секретное место. В этот период ребенок часто не знает, чего он хочет. Такое амбивалентное состояние. Да, нет, одновременно. Гулять пойдем? Нет.
И буквально через 2 минуты: а когда мы гулять? Гулять хочу, гулять. Кашу будешь? Нет. Ты точно не будешь кашу? Нет, не хочу, не буду, говорит ребенок. И уже кушать хочу уже через минуту. Кашу будешь? Да, буду. Это тот период, который очень сильно выматывает родителей, когда нет, не хочу, и постоянная потребность, чтобы мама была рядом. Эта потребность даже сильнее, чем в период младенчества, потому что младенца накормил, пропеленал, поиграл, и он спит, а здесь у нас начинается просто вот свист и пляски. Хочу спать, не хочу спать. Эти ботиночки не буду надевать, эти буду надевать. И вообще, чего я хочу, мне пока что еще не очень понятно. Что нужно делать родителям в этот период? Переживать это как стихийное бедствие. Ничего страшного не происходит. Ребенок всего лишь навсего продолжает период сепарации раз и начинает период индивидуации, когда познает себя, чего я хочу, что я могу, что можно, что нельзя. Поэтому родителям прежде всего в этот период необходимо терпение. Даже моя книга, одна из моих книг, как раз вторая, она называется «Спокойствие, только спокойствие», как говорил великий Карлсон. Терпение, терпение и терпение. Да, в этот период ребенок особенно сильно в вас нуждается, он будет следовать за вами тенью и хвостиком, одновременно его будут разрывать, да, нет, хочу, не хочу, и он будет обязательно исследовать те границы, которые вы для него установили. И да, если вы установили какой-то запрет, это должно быть границей. Если мама не дает конфет, то конфеты не дает ни папа, ни бабушка, ни незнакомые люди. Если у нас есть режим, и мы ложимся спать, мы стараемся соблюдать этот режим и тогда, когда мы в отпуске, и тогда, когда мы на даче, и тогда, когда мы у бабушки с дедушкой. И вы должны понимать, что яркое негативное поведение ребенка, оно прежде всего связано с тем, что он исследует эти границы. И чем жестче и четче вы их установите, тем проще вам будет дальше. Тем, как это ни странно, тем целеустремленнее будет ребенок. Еще приходит понимание, а чего я хочу и чего я не хочу. И это для ребенка инструмент для того, чтобы родить собственное «я». Поэтому такой способ, как альтернатива, то есть выбор, ты будешь кашу или сырники, может решить огромное количество ваших проблем. Когда ребенок выбирает, он ощущает, что вы принимаете во внимание его «я», что его «я» значимо. Еще одно правило. Стремитесь к тому, чтобы не делать за ребенка ничего из того, что он уже может сделать сам. Очень часто в этот период родители посадили, значит, одели, все, пошел. Нет, уделите внимание тому, чтобы научить ребенка что-то делать самостоятельно. Так рождается инициатива. Поэтому не гасите, пожалуйста, самостоятельность ребенка. Да, возможно, вам проще быстренько завязать шнурочки, быстренько его одеть для того, чтобы выйти в детский сад, да, и не опоздать на работу. Но вставайте пораньше, выделите этому время во время отпуска, каникул, тогда, когда у вас есть возможность, может быть, даже время просто на выходных, для обучения навыкам самостоятельности. Какие навыки, кроме навыков самостоятельности, получает ребенок в этот период? И какие ошибки можно сделать? Ну, прежде всего, можно быть очень тревожной мамой и все делать за ребенка. Так мы растим сначала не самостоятельного, а потом и очень тревожного ребенка. Потому что если ребенок говорит «я сам, я могу», он становится более уверенным. А если я ничего не могу, я полностью зависим от мамы, то наша сепарационная тревога, она растет, растет страх, растет неуверенность и растет боязливость. Поэтому для профилактики детских страхов необходимо именно в этот период от 1,5 до 3 лет уделять много внимания развитию навыков самостоятельности. Хотя ребенок на самом деле в вас еще невероятно нуждается и вообще следует за вами тенью. Еще есть 3 навыка, которые мы закладываем в психику ребенка в этот период. Прежде всего, это навык эмоциональной регуляции.
Второе – это навык стрессоустойчивости. И третий – это навык коммуникации. Навык коммуникации, конечно же, приходит с речью, когда мы уже можем коммуницировать с другими людьми. Поэтому он развивается все-таки чуть-чуть попозже, но в данный период, если ребенок заговорил, мы должны научить его двум вещам. Это просить и отказывать, и вступать в контакт. Да, еще, то есть здравствуйте, до свидания, пока-пока, этому мы обязаны научить. Это первые, да, такие вот прям вот самые-самые начальные навыки. И если ребенок, например, отказывается здороваться, он умолкает и смотрит огромными глазами и молчит и ничего не говорит, то, скорее всего, у нас есть какие-то проблемы в двух предыдущих навыках. Навыках эмоциональной регуляции и навыки самоуспокоения, самоутешения, а по-другому стрессоустойчивости. В чем же стоит навык эмоциональной регуляции? Умеет ли ребенок выражать в этот период эмоции? Конечно, умеет. Злость, обида, радость, удовольствие, все это будет вам вот преподнесено на большом подносе эмоционального калейдоскопа. Но умеет ли он их осознавать и умеет ли он их выражать правильно, да, то есть регулировать? Нет, пока что не умеет. И маме с папой предстоит дать ребенку вот этот вот первый опыт. А как они могут дать ему опыт эмоциональной регуляции? Ну, сначала нужно эти эмоции научиться осознавать. И в этот период, может быть, вы помните, как вы говорили малышу: тебе понравилась эта игрушка, да? Давай я тебе ее дам, давай я помогу тебе ее взять. Или: ой, я смотрю, тебе хочется играть с ребятами, тебе интересно, что там происходит в песочнице. Или: ты злишься, что этот мальчик не дал тебе машинку. Или: тебе хочется ударить, ты настолько зол, ты просто в гневе от того, что они не стали с тобой делиться. Мы сообщаем ребенку о том, какие эмоции он испытывает. Именно в тот момент, когда вы наблюдаете, что действительно это происходит. Да? Тебе грустно, ты злишься, ты радуешься, тебе интересно, ты обижен. Все это ребенку надо сообщать. Второе, нам необходимо показывать ребенку пример правильного эмоционального реагирования и умения справляться с этими эмоциями. И здесь нужно понять, что у эмоций, да, есть разная интенсивность. Бывают эмоции очень легко терпимые, когда ребенок просто показал неудовольствие, что что-то там ударил, у него была такая косвенная агрессия, можно сказать: ты злишься из-за того, что я сказала, что мы идем домой. Я понимаю. То есть мы проговариваем за ребенка эту эмоцию, а затем оказываем ему поддержку и утешение. Бывают ситуации, когда можно вообще не реагировать на то, что ребенок проявляет эмоцию, когда эмоция незначительной интенсивности. Давайте возьмем по шкале от 0 до 10 и разделим от 0 до 3. Совершенно незначительная интенсивность эмоции, которая не требует даже ее описания. Ребенок просто ее переживает и терпит, если она слегка, там, допустим, какая-то неприятная. Да? Чуть-чуть злится, чуть-чуть сердится, чуть-чуть обижен. Делаем вид, что мы просто этого не заметили. Ребенок проявляет эмоцию более ярко, он не может с ней справиться, он уже не терпит ее. Кстати, да, в этот период еще мы говорим о терпимых фрустрациях, когда мы можем терпеть определенные ограничения. Вот еще для чего нам нужны ограничения, для того, чтобы ребенок учился терпеть что-то. А терпение, вы сами понимаете, очень нужная часть психического развития. Итак, вот от 3 до 7 у нас-то как раз идет период терпимых фрустраций, когда мы ребенку помогаем, мы описываем его эмоцию: ты злишься, ты сердишься, ты очень радуешься, ты обижен, тебе интересно и так далее. И после того, как мы эту эмоцию описали, мы помогаем ее преодолеть. Ты сейчас очень злишься на то, что я там заставила тебя идти домой, но
придаем смысл этому. Сам ребенок пока что еще не может придать этому смысл. Дома, да, мы сейчас придем домой, дома нас ждут игрушки, или дома мы будем делать что-то, дома нас ждет тарелочка с очень вкусным супчиком и так далее. Или я понимаю, что ты очень злишься, ну потерпи, пожалуйста, мы уже очень скоро придем домой, и ты сможешь отдохнуть. Когда ребенок начинает ныть, он устал, он идти больше не может, возьми меня на ручки и так далее. Но бывают эмоции очень сильные, невероятно, когда ребенок уже не может их выносить, когда начинается истерика, когда ребенок захлебывается, он уже не может говорить. Вот эту эмоцию не надо объяснять. В этот момент нам нужно ребенка утешить. И тут мы придаем ему первый навык самоутешения. Мы его обнимаем, мы прижимаем его к себе, мы начинаем: солнышко мое хорошее, ты замечательный мальчик, все будет хорошо, сейчас ты успокоишься, давай вместе с тобой подышим, давай обнимешь мамочку крепко, давай посмотрим на твои ладошки, какие они хорошие, сейчас все пройдет, ты упал, тебе было очень больно, но мамочка рядом, все будет хорошо. Да, вы представляете, это утешение является основой того, что в будущем ребенок станет стрессоустойчивым, и вы увидите взрослого, который, может терпеть сильные эмоции, а не взрываться сразу и бить всех и вся, может самоутешаться и говорить: так, еще чуть-чуть потерпи, зато потом вот так все будет хорошо, так, да, сейчас укольчик, все, все хорошо, укольчик перенесли, все замечательно. Мы учимся самоуспокаиваться, да, мы учимся самоутешаться, а для этого нужно, чтобы нас успокаивали и утешали взрослые. Итак, я надеюсь, вы поняли, да, что для развития навыка эмоциональной саморегуляции нам необходимо, первое, научиться узнавать и описывать эмоцию, что ты делаешь, да, и научиться успокаиваться, когда эта эмоция чрезмерна и она очень сильная. Иногда можно прибегнуть, например, к переориентированию эмоций. Например, если ребенок очень злится, сказать: я понимаю, ты очень злишься, давай ты вот всю свою злость отдашь этой подушке, пусть вся злюка останется в этой подушке. Или давай возьмем листочек бумаги, так скомкаем его и выбросим его, пусть злюка от тебя уходит. Вот, это еще один способ справляться с эмоциями.